Весы. Приветствую всех на своем канале. Меня зовут Ева Лехцер, и для вас я снимаю ваш второй прогноз на 2022 год. Снимаю несколько с опозданием, но это тоже идет в плюс, так как снимаю в первый лунный день наступившего года. Соответственно, все, что мы сегодня с вами будем опечатывать, запечатывать, проговаривать и, соответственно, загадывать желания на растущую луну, однозначно для вас будет в плюс. Итак, в работе у нас сегодня Таро Золотой Нити, руническое Таро, и будут еще сигилы вашего ангела-хранителя, которыми мы с вами будем запечатывать ваш эмоциональный посыл, ваши цели и желания на этот год. О чем только хочу напомнить, что, ребят, вы должны помнить и понимать, что то, что вы загадываете, это не должно быть во вред кому-то. Это не должно у кого-то отбирать что-то. Поэтому делайте так, чтобы ваше желание было на пользу вам и на пользу третьим лицам. То есть, точнее, даже не то, что на пользу, не во вред. Вот это будет ключевое, это будет верное. Итак, настраиваемся с вами на расклад. На этой колоде я для вас буду извлекать арканы, которые будут показывать общие энергии в той либо иной сфере. И на дополнительное мы с вами будем раскрывать ситуацию. Поэтому настраивайтесь на получение информации, на хорошее расположение духа. Будем смотреть и будем с вами анализировать. Общие энергии в бизнесе и работе, в финансах, в вопросах здоровья, личной жизни, неожиданность года, карта года, карта совет, что от вас уйдет и что к вам придет в рамках 2022 года. Так, ну давайте смотреть. То, что касается работы, бизнеса, карьеры. У вас здесь ложится аркан Жрец. Жрец – это, безусловно, карта обучения, карта навыков. Причем как обучаться можете вы, перенимать чей-то опыт, получать новые навыки, новую нишу какую-то для себя познавать, так и этот опыт и навыки вы можете передавать другим. То есть обучать сами, самостоятельно, вести курсы, тренинги, вебинары, семинары, заниматься вопросами репетиторства, наставничества, тренерской работой и так далее и тому подобное. Но давайте посмотрим, в каком же ключе вы будете работать, как вы будете взаимодействовать с окружающим миром в рамках 2022 года. Ого, какие у вас здесь перемены. Могу сказать, у вас однозначно перемены. Смотрите. Пятерка пентаклей, башня и императрица. То есть ситуация, социум, либо в принципе так будут складываться обстоятельства, когда вам кардинальным образом нужно будет менять свою концепцию, подход к жизни и свое мировоззрение. Почему? Потому что я не могу сказать, что дело, которым вы занимаетесь, является неприбыльным. Но по пятерке пентаклей вы понимаете, что здесь выше головы не прыгнешь. То есть нет возможности, нет развития. И здесь вот башня и императрица. Как это читается? Во-первых, это либо совершенно менять реализацию, уходить в иную нишу, либо здесь какая-то дополнительная работа, как, знаете, концепция подработки, либо работы на дому. Повторюсь, если, допустим, вы являетесь репетитором, наставником, педагогом, это вы можете заниматься дома, либо вы можете записать свои курсы, мастер-классы и каким-то образом это подавать и презентовать. Почему? Потому что здесь вы понимаете, что иначе свой финансовый потолок вы не пробьете. И для того, чтобы эту ситуацию каким-то образом искоренить, то здесь вам нужно двигаться дальше. Итак, посмотреть, будете ли обучаться вы, но это в большей степени, знаете, для приобретения новых навыков, для того, чтобы это кому-то передавать. Почему? Потому что, видите, у императрицы ребенок на руках. То есть это кому-то дарить свое тепло, заботу, любовь, свою протекцию, свои навыки, опыт и знания. То есть таковой деятельностью будете заниматься непосредственно вы. Ну, вот уже такие у вас перемены начинаются. Так, финансовая сторона вопроса. Влюбленные. По влюбленным вообще на самом деле это хорошая карта. Почему? Потому что здесь как минимум деньги с двух источников дохода. Например, от вашего заработка и от партнера, либо от двух видов деятельности. Или же, в принципе, здесь идут какие-то дополнительные дотации из серии выиграли в лотерею, получили наследство, выигрыш, просто какую-то помощь, спонсорскую поддержку. У каждого по-разному, потому что и сферы жизни у вас у всех разные, и каждый реализован по-своему. Так, давайте посмотрим, что у вас здесь. Дурак,
королева пентаклей и тройка мечей. Здесь у вас четко, видите, переориентированность на новый источник дохода. То есть изначально, допустим, вы будете получать деньги из двух источников, но вот здесь полностью как переориентироваться на новый. Причем, смотрите, дурак, королева пентаклей, тройка мечей. Как еще может отыграться, как может быть созвучно? Для женщины это, давайте так, не отсутствие получения ресурсов. Нет работы, нет источника дохода, потому что по этим картам это пособие на ребенка и финансово зависеть от партнера. Это раз. Второй момент. У кого нет вопросов, связанных с деторождением, вас это абсолютно не интересует, то здесь дурак, королева пентаклей, вкладываться в новое дело, в новый проект. Почему? Потому что по тройке мечей это желание завершить какое-то старое дело, уходить в новое, соответственно, развить свои финансовые возможности, потому что вам социум будет диктовать такие условия. Потому что тройка мечей – это нехватка ресурсов. И видите, повешенный. И обратите внимание, он здесь не висит, он здесь в прыжке. То есть перевернуть все сверх на голову. Ну, то есть однозначно, знаете, как перейти какой-то новый этап. Потому что правосудие – это выходить из зоны комфорта, это бороться, это отстаивать права, это желание дополнительно зарабатывать что-то. Причем, видите, рыцарь кубков – это как дело для души в первую очередь. Ну, готовьтесь, тут у вас действительно такие знаковые перемены. Так, вопросы здоровья. Умеренность. Ну, будем дотягивать. В любом случае, умеренность – это карта баланса. Сейчас будем смотреть, что же вы здесь будете между чем и чем балансировать. Прекрасное состояние здоровья, расположение духа. Единственное но. Десятка пентаклей – это наследственные вопросы, наследственные либо генетические заболевания, которые по рыцарю пентаклей могли спать, да, теперь проснуться. Но видите, королева кубков указывает на то, что вы это можете тихо, мирно решить, потому что даже и карта уверенность, это она у вас показывает на стабильное физическое, ментальное здоровье. Единственное, о чем здесь может идти речь, это ваша повышенная импульсивность. Это когда вы на что-то реагируете, переживаете, постоянно на нервах. Так вот, здесь привести себя в состояние покоя. Это то, что для вас будет актуальным как никогда. То есть не принимать какие-то ситуации близко к сердцу. Научиться от них абстрагироваться. Неважно, какими методами, практиками. То есть то, что для вас является наиболее предположительным, приятным. Для кого-то йога, для кого-то чтение, для кого-то музыка, для кого-то массаж. У каждого это свой рецепт, свои правила, свои ощущения. Но самое главное, чтобы вы были в состоянии баланса. Так, что у нас здесь по личной жизни? Колесница. Колесница, прорыв, движение вперед. Давайте смотреть, к чему приведет это движение и что оно вам сулит. Ну, мне кажется, здесь даже добавлять ничего не нужно, да? Потому что, обратите внимание, туз кубков, император, тройка кубков. Ну, как пить дать? Здесь обретение второй половины. Для женщины это появление мужчины, с которым строить стабильный союз. Для мужчины это проявление вашей активности, ваше какое-то целеустремление для того, чтобы отношения развивать. Новый союз, влюбленности и развитие отношений. Единственный момент, кто в любовных треугольниках, здесь ситуация останется неизменной, потому что здесь вот колесница, как были вы вот втроем в этой упряжке, да, две лошади, ваш воевода, ваш колесничий, так здесь ситуация останется неизменной. Но есть одно но. Те, кто в любовном треугольнике, здесь у вас велика вероятность зачатия и деторождения. Сейчас посмотрю ситуацию для тех, кто у нас находится в стабильных союзах. То есть вы встречаетесь, вы сожительствуете, либо у вас семья и брак. Будем смотреть, что у вас там по факту. Туз пентаклей. Карта развития отношений, карта защиты. Это, знаете, как защита богов, это провидение богов. Это, ну, не без того, это ведь тоже карта зачатия, деторождения. Я понимаю, что меня смотрят люди абсолютно разных возрастов и разных социальных категорий. Даже если для вас это вопрос деторождения не актуален, то это отношение как ценность. Это беречь, это в первую очередь у кого-то дать отношениям новый шанс, посмотреть на них по-новому, укреплять союз, причем скреплять еще, знаете, здесь по этой карте материальной базы. То есть это какие-то совместные крупные покупки, крупные вложения, но как следствие, видите, движение вперед. Это даже может быть, знаете, как совместный переезд, вместе съехаться, вместе приобрести
допустим, жилье, то есть что-то знаковое, что-то стабильное. Но то, что здесь идет укрепление союза, это факт. Так, неожиданные события. Император. Смотрим, что тут у вас за фрукт, за товарищ. Восьмерка мечей, король жезлов и четверка кубков. Итак, о чем здесь идет речь? Таким образом будут вынуждены складываться обстоятельства, когда вам нужен будет прорыв. Потому что по связке карт, которые у вас ложатся, ограничения, которые вы больше не готовы принимать. Здесь сыграют роль амбиции. Четверка кубков, карта хандры, карта апатии, но вместе с тем, знаете, вот здесь как такого умиротворенного пребывания, то есть выждать, пока ситуация созреет, переждать до каких-то лучших времен. Так вот у вас будет наоборот, потому что по этим картам это амбиции, это желание и понимание, что нужно стать самому хозяином своей жизни, взять контроль над жизнью в свои руки, и в первую очередь у вас это будет касаться работы и реализации и финансового заработка. Для женщин, к сожалению, несмотря на ваше разочарование, это больше, повторюсь, тех, кто у нас уходит в декрет, то это ограничение, потому что финансово здесь будете зависеть от мужчины. Вот что идет по картам. Так, давайте смотреть дальше. Что уйдет, что придет. Что уйдет? Солнце. Ну, давайте раскроем, в каком ключе у вас уходит здесь этот аркан и эта ситуация. Так, колесо фортуны, луна, двойка мечей. Что уходит? Кардинальные перемены, то, что касалось ваших страхов, ваших переживаний, вашей закрытости от чего-либо, либо нежелания решать какие-то проблемы или смотреть им в глаза. Потому что солнце – это внести ясность, это посмотреть здраво на вещи. Это первый момент. Плюс у кого-то решаются вопросы кармических или родовых задач, то есть вы проходите этот узел и движетесь дальше. Или, в принципе, то, что у вас связано с родом, с родовыми проблемами, с отработками, с общением с вашими близкими. И еще такой момент, если здесь была ситуация деструктивных программ, то это вопросы чистки и, как следствие, защиты. Почему отходит? Потому что эту ситуацию вы для себя уже решили и ее закрыли. Так, с этим разобрались. Что придет? Что придет? По смерти. Ну, давайте смотреть. Смерть – это как и окончание, так и трансформация. Поэтому нужно понять, в каком ключе вам идет информация. Смотрите, какое пламя неспокойное на вас. Вот насколько знаков я смотрела, все было в порядке. А на вас тут прям кипит, бурлит. Значит, и перемены знаковые. Итак, чего конкретно будет касаться здесь вашей реализации? Видите, вот суд. Суд – это возрождение, это восстать из пепла. И если смотреть, в чем трансформация непосредственно, что надоело сидеть и ждать. Вы понимаете, что четко приходит время упорным трудом добиваться достижения вашей мечты или цели. Потому что если сейчас в рамках этого года вы этого не сделаете, по пятерке мечей будут упущены шансы, о которых вы будете сожалеть, и будете сами себе кусать локти. Это четко здесь касается вопросов материального плана, вашего достатка, финансового прорыва, новых возможностей. Потому что здесь желание подняться на новый социальный уровень жизни, что само по себе похвально. То есть, знаете, как пища духовная, но вы поймите, энергия денег в жизни является одной из самых мощных, потому что она вам дает свободу, она вам дает равенство, независимость, новые возможности как для вас, так и для ваших близких. Так, давайте посмотрим с вами карту года и карту совет. Мне кажется, добавлять даже нечего. Карта года, колесо фортуны, кардинальные знаковые перемены. Сейчас будем смотреть, какого характера. И совет, звезда. Иди за своей мечтой. Вот не зря у вас это идет трансформация. Да, она у вас будет болезненная, но необходимая. Это знаете, как я уже досиделись до последнего. Не хотите по-хорошему, жизнь будет ломать по-плохому. Создавать такие вам условия ситуации, когда вы понимаете, что все, пора. Тут уже как бы нечего ловить, пора что-то в жизни менять, развиваться и идти дальше. Ну, давайте смотреть. Итак, все же карта года и карта совет. Карта года. Обратите внимание. Семерка мечей – это выйти сухим из воды, избежать вопросов предательства, либо предотвратить какое-то крушение, либо ситуацию, как это правильно сказать, когда вас пытаются
предать, обставить, обойти. Но у вас, если смотреть по этим арканам, это в большей степени касается вопроса вашей финансовой свободы, карьерной реализации. Вот видите? Потому что как вот если в связке карт, это попытки кинуть на деньги, либо попытки оставить вас, знаете, как говорю, неудел, то есть лишить карьерного роста, либо каких-то возможностей. И вот здесь как менять цикл, менять направление. Хорошо. Относительно совета. Совет, паж кубков. Иди за своей идеей, иди за своей мечтой. И в первую очередь паж кубков у нас, это, знаете, получай удовольствие от того, что ты делаешь. Потому что это самое важное, самое значимое, самое главное. Когда вы что-то делаете с душой и для своей души, вы автоматически себе открываете и каналы финансовые, и прочие возможности в жизни, и улучшаете качество вашей жизни, состояние здоровья, и притягиваются необходимые люди и необходимые обстоятельства. Итак, давайте с вами утрированно подытожим. Самая главная, самая ключевая сфера работы, бизнеса и реализации. И на втором месте я могу назвать так, это сфера личной жизни. То, что уходит, я не вижу смысла рассматривать, да, тут значимые у вас арканы, но ситуация, которую вы уже отработали, вы ее прошли, поэтому сама по себе она не актуальна. Сейчас, пожалуйста, подумайте о своем желании. Мы посмотрим, какой архангел вам будет помогать в этом вопросе. Солнце. Аркан Солнце. Мигель. Что может сказать? Реставрация вашей жизни, помощь в новых начинаниях, в новых возможностях. Это карта и защиты, и вообще благоприятных перемен, карта радости. Поэтому, понимаете, ситуация, жизнь вам благоволит. Не упускайте эту возможность, наполнитесь этой энергией, этой защитой и добейтесь своего восстановления, можно сказать так, возрождения. Так, настраивайтесь, пожалуйста. Я сейчас прочитаю тихонечко оговоры. Мы с вами будем запечатывать вашу ситуацию. Все, я прочла, запечатала ваше желание. Для вас, как всегда, мы с вами традиционно все негативные арканы будем закрывать, перекрывать позитивными. И так как у вас, как вы видите, здесь стоит ситуация, связана с переменами и в работе, с реализацией цели, достижением мечты, раскрытием вашего потенциала, то над этими вопросами мы с вами и будем работать. А именно, дадим вам возможности реализации. Так, секундочку. Пусть у вас ведущим арканом в рамках этого периода будет аркан Звезда. И здесь, видите, борьба, в первую очередь, внутренняя, с самим собой, с вашим внутренним зверем, с достижением цели, задачи, результата. И закроем арканом Императрица, карта плодородия. Причем плодородие абсолютно во всех сферах. Это касается не только вопросов, знаете, как я говорю, личной жизни, либо финансовой стороны вопроса. Поэтому будем закрывать именно так. И здесь карта прорыва, исполнения мечты и кардинальных перемен в лучшую сторону. Вот такой вот у вас расклад на данный период. От вас, как всегда, буду ждать обратной связи по прошествии времени, как отыгрался расклад, был ли позитивным, информативным, как в принципе отыгрался в вашей жизни, может быть частично или вовсе не отыгрался, или отыгрался полностью. Ну а для тех, для кого актуальны индивидуальные консультации или же обучение на картах Таро, ссылки на мои контакты вы всегда сможете найти под любым из моих видео. Я вас искренне благодарю за просмотр. Всех самых лучших благ вам в наступившем году и до новых встреч!